В Украине призвали объединяться ради убийства Путина. Детали громкого заявления. Обвинение Зеленского в узурпации власти и злоупотреблении военным положением. Кто и чем недоволен? Литва готова сражаться, а не собирать тревожные чемоданчики. В Вильнюсе призвали Европу вооружаться. Россия и США требуют от Украины территории. Зеленский ответил и Москве, и Вашингтону. Что сказал? Мощное землетрясение в Центральной Азии, а также загадочные и внезапные смерти лучших умов Китая, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта. Об этом также в выпуске. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. В Литве заговорили о войне с Россией. Вильнюс обратился с призывом к Европе. ЕС должен срочно отменить ограничения на заимствования для обороны, иначе Союзу придется воевать с Россией. В этом уверена министр обороны Литвы. Какие тревожные чемоданчики? Мы не собираемся убегать. Мы собираемся сражаться. По словам Шакалине, выделять деньги на оборону надо уже сейчас. Это действенный способ, чтобы предотвратить гибель граждан Литвы от российских пуль и бомб. Напомню, что Литва, у которой под боком Беларуси Калининградская область, РФ уже решила тратить 5,5% от ВВП. Это один из самых высоких показателей в Европе. При этом Шакалине надеется, что на предстоящем саммите НАТО от других союзников Литвы она услышит решение об увеличении расходов на оборону. Мы, как Европа, должны усилить свое влияние. Европа не вкладывает достаточных финансовых средств в оборону. Если посмотреть на структуру НАТО, на экономические возможности США и Европы, а затем на процент и объем средств, выделяемых на оборону, Европа должна делать больше. И дело не в том, что нам нужно сделать это сейчас. Нам нужно было сделать это еще вчера. Мы, по сути, опаздываем. Нападение России на Литву может быть реальностью. В этом уверены западные спецслужбы. Кроме того, буквально в прошлом месяце немецкий историк Зёнке Найцель заявил, что Москва может пойти на Литву уже этой осенью, а будущее лето может стать последним мирным летом даже для немцев. Кроме того, напомню, что западные разведки уверяют, что одной из горячих точек и местом противостояния России и НАТО может стать Сувалский коридор. Стратегическая важность этого коридора состоит в том, что контроль над этой территорией позволит России установить связь с Калининградской областью и при этом изолировать Литву, Латвию и Эстонию от остальных стран НАТО. В России, как и с недавнего времени в США, говорят, что РФ не собирается нападать на Европу. Трамп продолжает верить в то, что Россия хочет завершить войну. Такое заявление буквально 10 часов назад сделали в Белом доме. В том, что Кремль хочет положить конец боевым действиям, уверен и спецпосланник американского президента Уитков, который накануне сделал громкое заявление и озвучил послание, а также желание Путина. Под полный контроль РФ должны перейти украинские территории. Я предполагаю, что Владимир Путин, вероятно, хотел бы вести бизнес с США и Европой. Возможно ли, что это станет частью сделки? Безусловно. Я подразумеваю, что эта мирная сделка касается так называемых 5 территорий, но в ней гораздо больше. Есть протоколы безопасности. Есть вопросы, связанные с НАТО со статьей 5. Очень много деталей. Это сложная ситуация, корни которой лежат в некоторых действительно проблемных вещах, происходящих между двумя странами. И я думаю, что мы, возможно, находимся на пороге чего-то очень, очень важного для всего мира. Зеленский уже ответил Уиткову по поводу этих 5 регионов, а речь, как вы понимаете, идет о Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, а также Крыме. В Киеве напомнили о красных линиях. Что касается территорий, Украина – суверенное государство, и все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому, опять же, только народ Украины может говорить о территориях нашего государства. И вы знаете, что для нас это красные линии – признавать любые территории, которые временно оккупированы не украинскими, а российскими. Поэтому, опять же, соответствующие представители, которых вы упомянули, обсуждают вопросы вне их компетенции. И если в Киеве в последнее время не стесняются выражать недовольство действиями и заявлениями Трампа и его посланников, то генсек НАТО, который накануне побывал с визитом в Украине, в частности и в Одессе, приветствует переговоры США и РФ. Сегодня мы действительно снова говорили о важных переговорах, которые президент Трамп ведет с Украиной и Россией, чтобы попытаться завершить войну и обеспечить прочный мир.
Эти дискуссии нелегкие, особенно на фоне этой ужасной жестокости. Но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру. Другие союзники, в том числе благодаря инициативам, которые возглавляют Франция и Великобритания, готовы и желают, а также способны взять на себя больше ответственности для обеспечения мира, когда придет время. Вслед за Уиткофом, кстати, представители Москвы также озвучили свои цели. Все это произошло с разницей в какие-то часы. Случайное это совпадение или же четкая линия США и России, не ясно. При этом представители РФ вновь заговорили о том, о чем давно не вспоминали публично. Это слова демилитаризация и денацификация. Длительное время эти термины отсутствовали в заявлениях официальных лиц. Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный нейтральный статус Украины, демилитаризация и денацификация украинского государства, а значит, отмена всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году. Но и, безусловно, признание и суверенитета, и территориальных границ Российской Федерации, нынешних территориальных границ. Молчание России можно услышать по звуку падающих бомб. Такое заявление сделал министр обороны Италии. Он считает, то, что Путин уже более 30 дней не отвечает согласием на полное прекращение огня, а таким было предложение США и Украины, говорит о желании РФ воевать дальше. Давайте послушаем. С одной стороны, есть готовность Трампа достичь перемирия и мира. Но, с другой стороны, Россия явно демонстрирует желание продолжать атаки, как это было в течение последних 3 лет. Мы посмотрим, изменится ли что-нибудь. Но сегодня с российской стороны ничего не изменилось. В то время как вместо этого американская сторона пыталась добиться и продолжает добиваться перемирия и мира. Но у меня сложилось впечатление, что это делает только один из 2 главных действующих лиц. Украина была готова. Она приняла путь, предложенный Трампом, но молчание России можно услышать через звук падающих бомб. Итак, почему генсек НАТО Рютте так осторожен в своих высказываниях? Что думаете о словах Зеленского? И почему в РФ вновь вспомнили о демилитаризации и денацификации? Что бы вы спросили у Рютте, Зеленского и Нарышкина, если бы встретились с ними лично? Напишите свой вопрос в комментариях. Окончания войны не видно. Зеленский дает понять, что до августа мир в Украине вряд ли будет достигнут. Ведь накануне он внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации. Это может стать 15-м продлением с 2022 года. И если украинские депутаты проголосуют «за», то военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней, то есть до 6 августа. Месяц назад Зеленский уверял, что военное положение смогут отменить лишь при условии окончания войны, а уже после этого будет запущен процесс подготовки к выборам президента. Сейчас же Зеленского уже обвинили в узурпации власти, активизировались те, кто в оппозиции. Порошенко сделал сразу несколько громких заявлений. Давайте послушаем. Сейчас вносится очередное продление военного положения. Это уже 15-й раз, когда парламент просит его поддержать. Мы точно знаем, что его нужно голосовать. Но почему за месяц до окончания? Я хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное. Власть стала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима. Узурпация власти не может быть сегодня целью. Неограниченная власть офиса над вами, над парламентариями, это унизительно для всей Украины. Кроме того, в тексте заявления, которое было опубликовано на официальной странице Порошенко в сети X, это бывший Твиттер, написано, что он призывает объединяться не вокруг Зеленского или вокруг него самого, а объединяться для того, чтобы убить Путина и победить. В Таджикистане ликвидируют последствия разрушительного воскресного землетрясения. Трясло северо-восток страны. 94 дома полностью разрушены. Десятки других получили серьезные или легкие повреждения. Под удар попали жилые дома, школы и медпункты. В селе Уштурпаст погиб 3-летний ребенок. Его завалило обрушившейся стеной. По данным геофизической службы, эпицентр находился в районе Рашта, примерно в 160 километрах от Душанбе. Сила толчков в эпицентре достигала 5-6 баллов, в столице ощущалось около 3. По поручению президента Эмомали Рахмона на месте работает республиканская комиссия. Она оценивает ущерб, помогает людям и координирует восстановительные работы. Людям предоставляют временное жилье и гуманитарную помощь.
Китай потрясла череда загадочных смертей топовых ученых страны в сфере искусственного интеллекта. Все они были на пике карьеры, двигали вперед ключевые технологии, однако внезапно умерли. Кто-то из-за несчастных случаев, а кто-то из-за болезней. Об этом пишет издание South China Morning Post. Авторы материала упоминают в публикации имена 5 таких специалистов. Например, Сун Цзянь разрабатывал передовые нейросети, экс-сотрудник Microsoft, умер в 2022 году от внезапной болезни. Фэн Янхе – один из главных разработчиков военного ИИ Китая. В материале говорится, что его не стало в 2023 году по пути на важную миссию. Другие специалисты также умерли от болезни. Возраст самого старшего – 55 лет, самому молодому было лишь 38 лет. Издание акцентирует внимание, что смерть специалиста произошла в тот момент, когда Китай и США соревнуются в сфере искусственного интеллекта. Искусственный интеллект находится в центре технологической войны между США и Китаем, где китайские компании, такие как DeepSeek, бросают вызов американскому доминированию. Однако, несмотря на растущий пул талантов в области искусственного интеллекта и успехи местных компаний, Китай потерял несколько ключевых фигур в этом важном секторе. Друзья, всем хорошего дня. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите поддержать канал, то в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи.